Я хочу призвать всех тех, кто собирается, тех, кто высказывает радикальные мнения, собираться в каких-то местах более обособленных, чтобы обычные люди не страдали от этого. В частности, я пострадал, соответственно, психологически пострадали мои дети. Мы сначала пошли к школе смотреть на участок, протокол. Ждали, чтобы вывесили протокол. И когда его уже вывесили, мы поняли, что опять людей обманули, вот, опять фальсификации и так далее. Вот. И очень возмущенные, недовольные, мы поехали сразу на стелу. Вот еще стоят приветики. Нас обманывают, все фальсифицируется, но на это никто никак не обращал внимания. Это как-то, в предыдущие годы, все эти 26 лет, на это закрывались глаза, и каким-то чудесным образом получалось так, что мы забывали, проглатывали, соглашались, может, кто-то не соглашался, но соглашался со временем. Мы, когда подъезжали уже к стеле через Комсомольское озеро, через дамбу, мы встретили некоторых знакомых. Они рассказали, что там творится полный трэш, там взрывают какие-то шашки, там людей гоняют. И мы так сразу очень удивились, не ожидали вообще, что такое вообще возможно. Но все равно поехали, потому что такие, в смысле? Какие шашки, что взрывают? Ни оружия, естественно, никаких там палок, ни камней. Я людей не видела. То есть просто какая-то толпа людей, возмущенных. И стоит вот эта стенка из ОМОНовцев со щитами, в шлемах. Вот эти бронетранспортеры стоят, мигалки какие-то, которые периодически начинают нам бибикать, пугать, отпугивать. Мы стоим и просто не понимаем, против кого они здесь все выстроились. Вы тоже наш народ! Вы сложите щиты все! Хватит творить беспредел! Мы безоружные пришли! Были некоторые люди, которые бросали не то что в них, а в их сторону бутылку с водой. Там один человек какой-то кинул, но его сразу начали все останавливать. Не надо, не провоцируйте их, отойдите. И они успокаивались. У демонстрантов было настроение такое, что нужно было действовать. Они были абсолютно все безоружны, мы были безоружны, я был безоружен. Они все были с голыми руками, они спрашивали, куда вы дели наши голоса. Они кричали в полный голос о том, что они не согласны, мы не согласны с тем, что произошло. Естественно, я все снимал на мобильный телефон. Как все, что мог. Мне казалось, что это как-то интересно. Для того, чтобы зацепить, если вдруг что-то произойдет. И что-то произошло. И когда они начали бросать уже, люди стали кричать: «Стойте, стойте, не убегайте!» Жестокой атаки они не ожидали. До последнего люди думали, это нормальная реакция, думаю, людей, что от силовиков не может быть такой отдачи. Просто они пугают нас. Я думал, что на самом деле, возможно, власти будут каким-то образом разгонять толпу, но не таким. В какой-то момент ОМОН начал хватать тех, кто ездит на велосипеде, начал двигаться. Честно говоря, испугался. Потом полетели гранаты. Несколько гранат взорвались рядом со мной.
самое страшное и заключается в том, что когда я туда ехал, я думал, что те, кто стреляют за нас. Оказалось, что те, кто стреляет, они против нас. Я сразу сказала, что они делают? Они сумасшедшие. Они так народ не успокоят, они его не испугали, а только разозлили. И завтра выйдет гораздо больше людей. Я так сразу сказала, и мы 10-го тоже пошли, потому что может быть, я судила по себе, вот, но я была настолько возмущена, я настолько была обескуражена, и вообще эмоции были очень смешанные, такой стресс, возмущения не было предела, в общем. И я пошла, потому что так надо, и все. Потому что сидеть дома, при том, что происходит, просто невозможно. 10 число уже было для меня таким, скажем, знаковым числом, то есть я для себя уже в принципе решил, что я 100% выйду. То, что творилось возле Риги, это можно назвать, наверное, только одним словом. Это была какая-то в прямом смысле война. Война правды против неправды. Какая-то история непонятная. Мне было интересно, кому пришла такая идея баррикады эти построить. Я видела, как это начиналось. Просто в один момент такие молодые достаточно люди, они были в масках и в капюшонах темных, в темной одежде. Вот. Они начали в какой-то момент суетиться, и смотрю, уже мусорку тащат на колесах, такую желтую. Мусорный контейнер на колесах тащит. И я такая смотрю, о боже, зачем? Они же там его сломают. Первое, о чем я подумала, душа белорусская. Они же его сломают, там куда же они его тащат, а мусор-то куда? Вот. И потом смотрю, там уже один бак, второй бак, потом смотрю, они уже заборчики какие-то тащат туда. Потом откуда ни возьмись появились там же обломки асфальта, не знаю откуда они там их набрали. Ну и все, что там, катушка какая-то. Ну, короче, я сама не поняла, как это все произошло, но люди по итогу так воодушевились, им так это понравилось, что кто-то организовался. Они начали хлопать, говорить, молодцы, начали помогать, там бросать туда тоже эти камни. Вот, и эти, я не знаю, кто это, организаторы, откуда они взялись, эти люди, я не знаю. Они начали кричать, помогайте, помогайте, ну и все начали помогать. Кто строил баррикады? Баррикады, на мой взгляд, как видел я и как видно на моем видео, строили все. Там были и девушки, которые ходили с цветами, и люди, которые были настроены более агрессивно, люди, которые помогали машины выставлять машины, автобусы для того, чтобы не проехал ОМОН. В общем, это такая была, наверное, спланированная ситуация, не случайная. Вот. Не все поняли, зачем это было, если честно. Перекрыть дорогу, чтобы не добрались до нас эти силовики на своих машинах разнообразных. Кажется, что провокации были, потому что люди, которые собирали баррикады, которые впоследствии бронетранспортеры разбивали, они, конечно, подстригали людей для того, чтобы они помогали им строить эти баррикады и делали затор. Но, тем не менее, они это делали довольно-таки неплохо в плане того, не то, что они там все это забаррикадировали, но они пропускали машины с той стороны баррикад, чтобы они объезжали по тротуару и так далее. То есть это была какая-то такая не совсем агрессивная история. И я бы не сказал, что эти люди были агрессивно настроены, вот прям так вот, чтобы они были с оружием, с дубинами и так далее. Пришло оцепление, пригнали автозаки, ОМОН, и он начал очень быстро, агрессивно разгонять всех, кто там был. Агрессивно как? Полетели гранаты, начали стрелять на поражение.
Меня оглушило во второй день второй раз, то есть я был довольно близко. На моих глазах попали в одного человека на другой стороне. Самое ужасное было то, что его начали оттаскивать свои же, в них полетели гранаты. И в тот момент самое ужасное у меня проблеснуло внутри чувство, что там Катя. Я для себя решила, что если начнется какой-то разгон, я просто уйду. Все, если ОМОН приедет, у меня в планах драться с ОМОНом как бы не было. Я решила для себя, что просто отойду, убегу, все. Все побежали, все начали убегать за Ригу. И в один момент я почувствовала, что очень сильно першит горло. Еще у меня промелькнула мысль, что у меня как бы бронхиальная астма может обостриться. Я такая затаила дыхание, чтобы не надышаться, не дай бог. И стала печь сильно глаза, нос. И люди тоже это почувствовали. Некоторые стали очень сильно тереть глаза. Окружающие стали кричать: не трите глаза, не трите глаза. Ну и правда, когда не трешь глаза, тогда это быстрее проходит. Я увидела, что возле одного из подъездов, там по этой же улице, открыт подъезд, много людей на балконе, тоже какие-то молодые люди стоят, а дверь подперта веником. Сплоченность народа и то, что люди кричали сверху, с верхних этажей, где кто находится, и давали знать о том, что где происходит и как, чего, это, наверное, была такая самая главная, ну, наверное, помощь. Просто веник лежит, чтобы домофон не срабатывал, закрытие двери. Вот. И туда забежало достаточно много людей, и я в том числе. Просто зашла туда, потому что и ОМОНовцев за нами не бежало, они остались в другой стороне. Мы туда в этот подъезд забежали, переждали какое-то время. Потом, когда все стихло, мы вышли. И я пошла снова на Ригу. И там уже никого не было, и даже уже баррикад никаких не было. И в какой-то момент я начал писать ей СМС-сообщения. СМС-сообщения до нее дошли. И она мне перезвонила. Вообще ужасная ситуация, когда под конец пригнали бронетранспортеры и водометы, начали всех вообще хватать всех просто на улице, даже те, кто просто ходил вдвоем, начали избивать. У меня на глазах избивали людей дубинами по голове, коленями, в живот. Просто ужасно. Все, Никита, уходим. Сюда иди, сюда. Твою мать. Пара людей шла с Риги, Рига работала, их прямо на перекрестке избили и утащили. То же самое избивали велосипедистов, которые переезжали дорогу, это уже после того, как расчистили все эти заторы и так далее. Мне повезло, мне кажется, даже в эти дни не столкнуться лично именно с ОМОНовцами, ни разу меня не задерживали, палками не били. Все. Из дворов не выхватывали, и этого такого я не видела. Баррикады, кстати, ставили два раза. Первый раз приехали разгонять после выстрелов, после газовой атаки. Всех разогнали, но все вернулись на свои места. Вы представляете, вернулись на свои места и стали заново делать баррикады. Стягивать все заново, блокировать улицу заново. Это все не вымысел. Это все правда, ужасная правда. Это агрессия, это непрощение, это ненависть к тому человеку, который все это запридумал, который отдавал приказы, который ужаснейшим образом поступил по отношению к своему народу. Он его предал. Он действует неадекватно, идя по костям, по крови, его руки в крови. Естественно, когда уже люди стали оттуда выходить и рассказывать, и
показывать и на видео, и на фото, и врачи, насколько люди выходили покалеченными, избитыми и психологически, и физически. Мне стало настолько не по себе, стало настолько страшно, потому что, во-первых, на их месте могли оказаться и мы с Колей, это 100%, потому что мы были там каждый день. Но после такого просто у меня возникла уверенность, что просто так это не закончится, что никто не успокоится, что люди не перестанут выходить на улицу после такого, это 100%. И на самом деле так и произошло. Люди не перестают выходить на улицу и до сих пор. Вот. И мы не перестали, мы будем выходить, пока не понесут наказание те люди, которые виноваты в этом. Сейчас практика показывает, что патриотизм, он вот какой-то двоякий, да, то есть патриотизм вот этих ОМОНовцев, солдат, которые берут автоматы и стреляют боевыми патронами в мирных жителей, убивая их. Это вот какая-то такая сторона, да, агрессии. И патриотизм тех же людей, которые по привычке, по своей наивности идут на них и говорят, где правда. Самый первый воскресный марш, после выборов, именно воскресный, я ходила на площадь с подругами, без детей, но с подругами, много нас было вместе, большая группа. Мы очень надеялись, что будет много людей. И когда по дороге туда, чем ближе мы подходили к стеле, тем больше мы видели таких небольших колонн людей, которые двигались с нами в одном направлении, и нас это очень воодушевляло. Мы думали, какие же люди молодцы, как же мы любим наших людей. Вот. И мне кажется, у всех были такие эмоции. Все друг другу радовались. Мне кажется, что на этих акциях все настолько солидарны, настолько друг другу рады, несмотря на то, что они даже не знакомы, потому что чем больше людей на них выходит, тем лучше, и мы все друг друга рады, и туда приходят и заранее. Вот. На самом деле, и вправду, там было много людей. По моим ощущениям, им не было ни конца, ни края, и мне это так очень нравилось, появилось сразу так много надежд на то, что что-то реально может измениться. Меня впечатлило 16 августа прежде всего это единство народа. Единство и стремление к тому, чтобы получить ответы на вопросы. Ответы на вопросы мы пока не получили. Но мы знаем, какие ответы мы хотим. И какие ответы правда, какие нет. Каждым маршем я вижу, что люди более уверенно чувствуют себя. Они верят в победу, и они верят в то, что они приходят туда. То есть это радует. Просто ты чувствуешь такое объединение с людьми. Просто ты можешь с любым человеком начать разговаривать в толпе, и он будет тебе улыбаться, тебе будет отвечать, да, будет тоже что-то рассказывать в ответ, как он сходил куда-то. Удивительно то, что люди друг другу улыбаются. Вот ты идешь, и люди улыбаются друг другу. И даже какая-то понимаешь, возникает парадоксальная история в голове. Я сейчас рассказываю, у меня немножко даже такие, как слезы появляются на глазах. И мне кажется, что после этого августа люди наши станут более ответственными, более активными в плане и политики, и самосовершенствования какого-то. И думаю, что больше мы такого не допустим, потому что мы реально проморгали 26 лет
эту власть, мы ее сами допустили, мы проморгали ее. Мое мнение такое. Я хочу, чтобы мои дети жили в Республике Беларусь, чтобы они учились здесь, чтобы они получили образование, чтобы они не боялись ходить по улице, чтобы они имели право своего голоса, чтобы они могли надеяться на то, что их окружают добрые люди. Я хочу быть в безопасности, я хочу зарабатывать здесь деньги, обеспечивать своих родных. Я хочу мира. Привет! 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 Ура! Привет! Привет! Что такой сегодня радостный человек, так сказать. Подкачался. Ну так.